Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Когда на улице зима, снег и мороз, особенно хочется ярких красок, тепла и уюта. Решено. Сегодня в работу берем только яркие, красивые кусочки ткани. Праздник, который всегда с тобой. Дурак любит красное и зеленое, а пьяница горькое и соленое. Подготовим полоски шириной 6,5 сантиметров, а длиной кратной или больше 27 сантиметров. Конечно же, цвет полосок и их расположение можно подбирать на свой вкус. Но мне захотелось сделать растяжку цвета от очень светлого до насыщенного. Просто сшиваем вместе длинными сторонами эти полоски. Желтые, зеленые, красные, по 3 оттенка каждого цвета. А для того, чтобы эти яркие чистые цвета не терялись, их будем оттенять фоновой тканью. Смотрите, какой вариант я нашла. Очень светло-серый, с едва заметным рисунком в виде серо-розовых вензелей. И мои готовые цветные детали очень органично смотрятся на этом фоне. Готовые детали, сшитые из 5 полосок, тщательно проутюживаем, подтягиваем и расправляем все ткани. Швы заутюживаем на сторону более темной ткани. Смотрите, какие интересные заготовки у нас получаются. Продолжим с ними работать. Ширина получается 26 сантиметров. Эти заготовки режем на квадраты 26 на 26 сантиметров. Дальше их складываем попарно лицом к лицу. Особенно следим за тем, чтобы полоски находились на одном уровне. Закалываем их булавочками. Дальше рисуем диагональ. Не надейтесь на свой глазомер. Обязательно проверьте все углы с помощью угольника или широкой линейки. А дальше немного поработаем за швейной машинкой. Проложим 2 строчки по обе стороны от нарисованных диагоналей. Следующий шаг. Заготовки проутюжим и разрежем их по нарисованным линиям. И смотрите, какое удивительное превращение. Мы разворачиваем детали, и у нас 2 квадрата с интересным рисунком. Цвет ткани одинаковый, а рисунок в каждой паре получается свой. Квадраты тщательно проутюживаем и подравниваем. А теперь
очень интересный этап работы. Как мозаику складываем узор из наших квадратов. Ищем вариант, который нам больше всего понравится. И остается только сшить эти блоки вместе. Как это делать, я постоянно показываю в своих видео. Мои постоянные зрители, думаю, вспомнят эти красивые блоки. Размер получился 48 на 48 сантиметров. А сейчас мы продолжим с ними работать. Конечно, можно из этого сделать ланчматы, или одеяло, или декоративные подушки, ну или еще что-нибудь. Но мне хочется, чтобы такая красота постоянно была перед глазами. Поэтому добавим еще деталей и увеличим размер. Приготовим еще квадраты размером 25 на 25 сантиметров. И приступим к их соединению. Сначала сошьем попарно. Шьем гирляндой, нитки не обрываем. Закрепки делаем обязательно. В готовых блоках будет по 4 квадрата. Поэтому сначала разрезаем нужные фрагменты, потом расправляем заготовки, разглаживаем швы и уже окончательно соединяем детали. Сочетание цветов в блоках можете придумать свое. А дальше уже прикидываем, как лучше разложить заготовки. Затем сшиваем их вместе в длинное полотно. Следующий этап работы – цветную лоскутную часть лицом к лицу складываем с тканью для обратной стороны и прошиваем по периметру, оставляя отверстия для выворачивания. Все хорошо подтягиваем, расправляем и проутюживаем. Естественно, все ткани надо хорошо закрепить, поэтому прошьем сначала по контуру. А затем сделаем стежку и по внутренним линиям. Подкладка не даст осыпаться внутренним швам, а стежка придаст изделию дополнительную крепость. По верхнему краю пришьем шторную ленту и будем любоваться полученным результатом. Обратите внимание, как по-разному выглядит эта штора, ширма, при разном освещении. При дневном свете штора становится полупрозрачной, только швы темные. Штора выглядит как витражи. А при искусственном свете мы видим просто красивое цветное полотно. Знаете, да, это необычно в современных интерьерах, не для всех. Но самое главное, что мне самой это очень нравится. Я считаю, что штор нет только в тюрьмах, а у нас, рукодельниц, в доме особый мир, созданный своими руками. Мы смотрим на красоту, мы любуемся красотой. В общем, красота спасет мир. Красота – страшная сила. Красота требует жертв. Вот скажите мне, как может страшная сила, которая требует жертв,
Как она может спасти мир? Загадка. Девочки, дорогие мои, я дала вам идею. Шейте, творите, вытворяйте. Не ждите чудес, чудите сами. Ставьте классы, пишите комментарии. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!